Маленький щенок прижимался к своей сестренке. Ему было очень холодно, но он еще не понимал, что сестренка уже не дышит. Щенок не знал, что человек, который несколько часов назад оторвал их от матери, выбросил малышей в каком-то безлюдном месте. Человек даже не задумывался об их дальнейшей судьбе, его мало интересовало, найдут их живыми или нет. Его любимая собака родила этих двух самых малышей. Пару месяцев назад она сбежала из дома, прибилась к стае бродячих собак и гонялась с ними по округе, пока не была поймана хозяином. В положенный срок у нее родилось 2 щенка. Когда малыши немного подросли, хозяин положил их в машину и отвез подальше от дома. Дворник Матвей шел домой из магазина, а с кармана у него торчала бутылка водки. И тут на его пути оказалась коробка. Матвей машинально ее пнул, а оттуда донесся какой-то писк. «Ух ты! Какой красивый!» Матвей покрутил щенка в руках. «Подарю жене. У нее как раз сегодня день рождения, а на подарок денег нет». Они долго спорили, как назвать щенка. Матвей предлагал банальное Шарик или Бобик. Жена настаивала на красивом имени Мейсон. «Ну ладно, это же у тебя сегодня праздник», — сказал Матвей. «Пусть будет по-твоему». Так щенок стал Мейсоном. Правда, счастья ему это не принесло. Жизнь у него была несладкая, как будто кто-то испытывал его на прочность, посылая все новые и новые испытания. Жил Матвей в стареньком доме недалеко от трассы, поэтому их пьяные разборки с женой никому не мешали. Соседей поблизости не было. Мейсона часто наказывали за лужи, пока он был щенком, за испорченную мебель и обувь, а иногда Матвей мог просто так его пнуть, потому что Мейсон попался ему на пути. Хозяйка тоже не любила щенка и никогда не защищала его от пьяного мужа. Из маленького пушистого создания он превратился в высокого, крепкого пса. По вечерам Мейсон смотрел на освещенные окна домов и думал. Он не мог понять, для чего родился и живет на этой земле, если он никому не нужен, и мечтал о том, чтобы у него был свой теплый дом и добрый хозяин, а он бы ему стал верным другом. Когда было совсем тяжко от пьяных запоев хозяев, он уходил на трассу и подолгу сидел там, вглядываясь в проезжающие машины. Ему казалось, что остановится какой-нибудь автомобиль, и добрые руки заберут его отсюда. Как-то неожиданно для молодого пса в доме стало тихо. Хозяйка перестала пить, а Матвей в одиночестве выпивал на кухне. Скандалить ему теперь было не с кем, и он, добравшись до дна бутылки, ложился спать. Мейсон сперва никак не мог понять, что происходит, но растущий живот хозяйки все расставил на свои места. На несколько месяцев в доме поселился мир и покой, и Мейсону даже показалось, что сбываются его самые заветные мечты. Но счастье собаки длилось недолго. В один из дней в дом принесли малыша, завернутого в одеяльце. Розовый комочек вкусно пах молоком, Мейсону даже хотелось его лизнуть. Он сразу же полюбил маленького человечка. Только зачем им ребенок? Что они будут делать с ним? Тревога поселилась в голове у собаки. И вскоре его опасения оправдались. Хозяйка плохо справлялась с ролью матери. На нее сразу навалилось все: кормление по часам, бессонные ночи, грязные пеленки. Ребенок — это тебе не щенок, которого можно кинуть подальше и не обращать внимания. И через пару месяцев они с Матвеем опять стали часто сидеть за бутылкой на прокуренной кухне. Только теперь в доме страдали 2 живых, никому не нужных существа, которые остались без материнской любви. Мейсону было жалко малыша. Вечерами он забирался в детскую кроватку и грел ребенка своим теплом, засыпая рядом. В тот вечер после пьяной ссоры горе-родители ушли в дальнюю комнату. Они уснули, закрывшись в спальне, невзирая на настойчивые крики ребенка, плотно завернутого в одеяло. Он хотел есть, но матери было все равно. Она уснула возле телевизора, а Матвей упал рядом в кресло и отключился. В руке дымилась непотушенная сигарета.
По полу уже начал растекаться едкий дым, который потихоньку заполнял пространство хозяйской спальни. Что-то не давало Мейсону уснуть и беспокоило все сильнее и сильнее. «Бежать! Надо срочно бежать отсюда!» Он встал и пошел к двери. Она, как всегда, была не закрыта. «Уйду навсегда и никогда не вернусь в этот проклятый дом», — решил для себя пес раз и навсегда. А как же малыш? Нет, он не мог оставить малыша в этом месте. Это единственное существо на земле, которое любил Мейсон. Значит, они уйдут вместе. Мейсон вытащил ребенка из кроватки, зубами аккуратно взял сверток и дотащил малыша до двери. Неся в зубах свой самый ценный груз, пес пошел к трассе. Только там он мог найти спасение для себя и ребенка. Во всяком случае, он так думал. Даша возвращалась в город от родителей, которых она навещала раз в месяц. Еще пара населенных пунктов, и она дома, а там ее ждет любимый муж. Вдруг впереди она увидела что-то белое на обочине. Она притормозила и остановила машину. Девушка не могла поверить своим глазам. Там действительно лежал маленький сверток, а рядом сидел огромный, дрожащий от холода и страха, пес. «Господи!» — пробормотала Даша и, подбежав ближе, упала на колени прямо на землю. Она увидела маленькое сморщенное личико ребенка, пытавшегося заплакать. «Боже мой, это же младенец!» — прошептала девушка. «Как он здесь оказался?» Она схватила его на руки и бросилась к машине. Надо было как можно скорее добраться до города и помочь малышу. Даша уже отъехала на несколько сотен метров, как вдруг вспомнила о собаке. Пес медленно брел по обочине в сторону города. Неожиданно машина с малышом дала задний ход и остановилась рядом с Мейсоном. Дверь распахнулась. Пес сперва даже не понял, что это его приглашают сесть на сиденье. Даша вышла из машины и подошла к Мейсону. Добрые теплые руки ласково потрепали его за ухо. «Давай, скорее. Поехали домой», — услышал пес заветное слово. «Домой». Как же он давно мечтал его услышать. Машина мчалась по трассе все быстрее и быстрее. Мейсон прижался к спящему ребенку всем телом и заснул под тихое шуршание колес. Все было так, как в его мечтах. Ему снился дом, добрые глаза девушки, ее теплые руки, искрящиеся глаза и миска с теплой кашей и мясом. А Даша думала о том, что этого найденыша она обязательно усыновит. Не зря же именно ей он встретился на дороге. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.